Филия печати Ивана Федорова, личная библиотека Василия Жуковского, книжные коллекции известных купцов и меценатов. Такие сокровища хранятся в музее книги ТГУ. Некоторым из представленных экспонатов более 700 лет. Как известно, научная библиотека ТГУ обладает уникальными книжными богатствами. Ее не случайно называют книжной сокровищницей Сибири. За Уралом такое количество ценных, уникальных книжных памятников больше нигде нет, только в нашей библиотеке. Так вот, самые уникальные и самые интересные экземпляры как раз собраны в этом музее книги. Музей в таком виде существует относительно недолго, с 2005 года. Но богатые книжные коллекции появились в Томске еще в XIX веке. Тогда профессор Василий Маркович Флоринский, устроитель Томского университета, занимался формированием фонда будущей библиотеки. Значительную часть музейного фонда составляет библиотека графов Строгановых. Это, например, вот эти красивые тома. По легенде, Василий Маркович Флоринский, можно сказать, уговорил потомка знатного рода купцов подарить эту книжную коллекцию университету. Аргумент был такой: когда-то род Строгановых физически покорял Сибирь, спонсируя экспедиции Ермака, а теперь настало время и духовного покорения. Идея Флоринского заключалась в том, что книга должна служить не только интересам ученых, но и всего населения. Практически весь 20 век библиотека была доступна для визитов горожан. Из самых редких книг формировались экспозиции. На таких выставках бывали тогда и почетные гости университета. Одним из таких гостей был как раз наследник престола Николай Александрович Романов, который посетил библиотеку в 1891 году. В дальнейшем и другие почетные гости посещали нашу библиотеку, знакомились с редкими и ценными изданиями. И постепенно росла идея о том, что в библиотеке может быть организован особый отдел, который бы занимался исключительно редкой и ценной книгой. В 1945 году такое подразделение появилось. Сегодня оно называется отделом рукописей и книжных памятников. В его управлении и находится музей книги. Одна из его главных функций – образовательная. Любой из этих уникальных документов может быть выдан студенту, начиная с первого года его обучения, и стать таким образом источником для его исследования. Таким образом, студент будет писать свою работу на основании по-настоящему уникального документа. Другая задача – просветительская. Каждую неделю здесь проводятся экскурсии. Записаться на них может любой желающий. А когда гостей ТГУ из России и зарубежья знакомят с университетом, им обязательно проводят экскурсию по музею книги. В музее есть даже книга почетных гостей. В ней расписалось немало знаменитостей. Среди них певица Алла Пугачева, писатель Виктор Астафьев, историк моды Александр Васильев и ряд других известных личностей. В коллекциях музея отражена история книги. Здесь представлены рукописные грамоты и первые печатные издания, сочинения философов и книжные коллекции известных людей, изобразительные материалы, графика и живопись. Есть в экспозиции первые печатные европейские издания. Они называются «Инкунабулы». Это 15 век. Также европейская книга эпохи Возрождения, европейская книга, опять же, эпохи Просвещения, энциклопедия де Ламбера и Дидро. Это вообще знаменитое парижское издание, многотомное. Большая удача для любого музея – иметь в наличии писательские коллекции. Музей книги может этим гордиться. Один из примеров тому – библиотека писателя Василия Жуковского. Это собрание попало сюда в своем первоначальном виде. Книги, которые принадлежали Василию Андреевичу Жуковскому, имеют очень много помет, записей, есть подстрочные, настрочные переводы и очень много изданий писателей того времени, как русских, так и европейских. Конечно, такие редкие экспонаты нужно содержать в определенных условиях для обеспечения их сохранности. Это касается и температурного режима, и особого ухода за памятниками. Ежедневно мы устанавливаем здесь увлажнители воздуха, контролируем здесь влажность и соответствующую температуру. Для этого у нас закрыты шторы, чтобы здесь соблюдалась достаточно темная атмосфера. И раз в неделю мы проводим измерения, измеряем как температуру, так и влажность. И, конечно же, работа с таким ценным материалом предполагает предельную аккуратность и бережное отношение к предмету. Поэтому сотрудники музея книги отличаются особыми качествами. Книга, она, я думаю, формирует особую личность, и работа с редкой книгой заставляет и, наверное, думать и относиться к себе и к окружающим несколько по-другому, потому что каждый день, работая с тем, что называется памятниками, тем, что называется редкостями, и сам человек меняется,
становится более вдумчивым, более одухотворенным, наверное. Сотрудники отмечают, что часто посетители экскурсий хотят не только слушать об уникальных коллекциях, но и листать редкие книги. Вскоре эти пожелания могут осуществиться. В музее планируют запустить приложение, по которому можно будет более подробно ознакомиться с книжными памятниками. И сегодня мы понимаем, что при помощи современных технологий мы можем им это предоставить. Когда мы, используя элементы дополненной реальности, воссоздаем внешний облик книги, сканируем ее и позволяем фактически полистать ее на планшетах или на каких-то других электронных девайсах наших посетителей. Среди других планов на будущее – создать виртуальный кабинет Григория Потанина. В фонде музея хранятся вещи, документы и книги известного путешественника и мецената. Все это сможет детально изучить любой человек, не выходя из дома. Это еще один пример того, как появившаяся более 100 лет назад идея доступности сокровищ библиотеки для широкой аудитории продолжает жить и сегодня.